родился в Саратове, в не совсем благоприятном районе. Рос в условиях, которые сейчас мне кажутся чудовищными, но в целом все было неплохо. В детстве как-то проще относишься ко многим вещам. Бесит отношение властей к городу. Но я опять же понимаю, что если я буду просто прыгать и орать, какого хуя вот это устроили, ничего не произойдет. А какие-то другие пути искать у меня не под силу просто. Трогает монетизация повсеместная и безразличность людей многих друг к другу. Все как-то под свой плед хотят залезть, под уютный. Желательно, чтобы он стоил подороже. И как-то оттуда не выглядывать особо. Я думаю, важно иметь свою точку зрения, свое мнение, уметь его отстаивать, не прогибаться под какими-то гнетущими обстоятельствами, не впадать в уютный кокон депрессии. Важно помнить о том, что ты не один живешь в этом мире, и думать не только о себе. Сложно достичь чего-то и остаться собой. Но реально. Вроде бы, как говорят. Ну, в Советском Союзе, может, это в фильмах так преподнесено, но как-то, мне кажется, все к одной цели шли и хотя бы знали, в какую сторону двигаться. Хоть это все, естественно, путь в никуда, но это сплочало людей, и вот именно то, что все за одной идеей шли. Ну, не все, но многие, намного больше людей, чем сейчас. Сейчас это идея просто заработать себе побольше денег. Неважно вообще, каким способом. Я крещеный, я думаю, что не зря это сделано, потому что Бог един, и причастность к какому-то из принятых богов, грубо говоря, ну, это нормально для любого человека. Религия создана для того, чтобы управлять людьми, так же, как и политика, наверное. Но Бог, я думаю, существует. Просто это все перевернуто с ног на голову, но в религии зерно истины в любой есть. В России Бог умер уже давно. Иначе бы патриарх Кирилл не вел бы себя так. Но всем воздастся, я считаю. С собой золота много в гроб не запихаешь, да и не нужно оно там. Будет страшный суд над всеми. Я думаю, не столько одиночество нужно, сколько определенные обстоятельства, которые должны сойтись. Таких как желания, возможности и еще какой-то фактор, который до сих пор загадкой остается для меня. Не понимаю, как уловить это. То когда с легкой руки получается что-то сделать стоящее. Но такое довольно часто случается. Чаще всего это в каких-то местах, которые противоположное месту, где можно сконцентрироваться. Типа на работе, в шумном коллективе или дома. Мне не нужна тишина, чтобы сосредоточиться и войти в транс. Но это, безусловно, трансовое состояние. И я думаю, именно это меня привлекает в граффити и вообще в творчестве в целом. Я думаю, не меня одного. Побыть наедине с самим собой как создателем – это ценно. Если бы не творчество, я был бы такой же амебой, я думаю, и двигался бы с работы и обратно. Как я делаю это сейчас, только без творчества, короче.
Ну, творчество, мне кажется, и такая священная тема, сакральная. И не стоит туда пускать деньги. Приятно смотреть на людей, которые достигли такого уровня, которые делают то, что им по кайфу, и получают за это деньги. И есть даже люди, которые практически не зависят от общественного мнения. И я думаю, к этому стоит стремиться, но это тяжелая работа. И часто гноблю себя за то, что проебываюсь. И потом думаю, что я гноблю себя, тоже это ни к чему не приведет. Хочу научиться думать наперед и обо всем помнить. Сложно. Много всего происходит, все очень меняется быстро. В бытовухе не хотелось бы сгореть, как многие. Детей пока вообще не хочется. Я думаю, что это пока точно не для меня. Я думаю, что просто все смотрят, опять же, со своей колокольни на все вещества. Я не согласен, что если покурил один раз, ты уже зависим. Может, я и не прав, но это мое мнение. Потому что может же не понравиться наркотик. Вполне может не понравиться дудка. Большинству она нравится, конечно. Я думаю, что если ты определился для себя, что это тебе точно не нужно, то бросить легко. Я пока не могу с этим бороться, потому что все это накаляет очень сильно. Может быть, когда я съебусь из Саратова, возникнет такой вопрос. Пока это одна из немногих отдушин, которая позволяет мне улыбаться иногда даже. Хочется еще не впадать в крайности, меру знать во всем, баланс, уметь балансировать. Трек-стенд это называется на фиксе. Когда стоишь на месте на двух колесах, не двигаешься. Но в то же время смысл в движении, как пел тот же Бабангида, из прошлого в грядущее. Поэтому надо уметь ловить и ценить момент. Потому что это все, что у нас есть, по большому счету. Прошлого и будущего не существует. Неважно, что ты делаешь, танцуешь на голове, на ногах, или крутишь педали, или пшикаешь из баллончика на стену. Я думаю, важно делать это до конца, каким бы он ни был, даже если его нет.